Всем привет, на связи Ксения Давиденко, и в этом видео я бы хотела с вами поделиться историей, которая со мной произошла буквально пару дней назад. Я уже на протяжении месяца пытаюсь найти себе специалиста, а именно массажиста, но так как я живу в курортном городе и сейчас пик сезона, найти хорошего специалиста в свободном доступе реально очень сложно. И первое, куда я пошла, естественно, это в Инстаграм, это в соцсети, то есть я перелопатила весь Инстаграм, нашла человек 15, каждому начала, естественно, писать, просить, чтобы меня взяли на массаж, но в итоге, практически я, во-первых, не получила никакого отклика от этих людей, во-вторых, там одна только отписалась и сказала, что у нее реально нет мест. И вот я на протяжении 2-3 недель пыталась как-то самостоятельно решить этот вопрос, хоть кого-то найти, чтобы, соответственно, решить свой вопрос. В итоге, то есть мои действия не увенчались успехом, и в одно из воскресений я пошла, как обычно, в храм, и стою в храме, и у меня такая мысль прям проскальзывает в голове, сама как-то, видимо, в душе просто пошло. И я говорю: Господи, пошли мне этого массажиста, ну хотя бы, говорю, где его можно просто найти. Все, мысль ушла, запрос отправила, как говорится, и забыла об этом. Буквально через пару часов мы пошли в магазин, проходили мимо салона красоты, и там стояла девушка, раздавала визитки. И она прям дает визитку, говорит: возьмите визитку, я смотрю, а это массажист. И у меня сразу мысль: о, массажист, думаю, мне же нужен был массажист. Я говорю: а вот мне нужен такой-то массаж, начинаю ей что-то рассказывать, она говорит: да вот он сидит, прям подойдите к нему, спросите, задайте все вопросы, он вам на все ответит. Я была настолько шокирована этим, потому что, не могла среди всех соцсетей никого найти, а тут пошла в магазин, и, пожалуйста, вот он сидит, ждет меня и готов отвечать на все мои вопросы. И самое интересное, то есть у него и даты были свободные, когда мне нужно было, и пообщалась я с ним. И больше всего, конечно, меня впечатлила его энергетика. Человек настолько был благостный, и мне прям застряли его одни слова, то есть мы с ним стояли, беседовали, может быть, минут 5-10, не больше. И он меня поблагодарил, и я говорю: ну, конечно, на благо. Я говорю: за что благодарить-то хотя бы? Он говорит: за то, что ты мой учитель. Я стою и не пойму, говорю: подождите, я говорю, а в чем я ваш учитель? И он мне отвечает, он говорит: любой человек, который к нам приходит, он приходит нас для того, чтобы чему-то научить. Поэтому вы тоже мой учитель, и я вас за это благодарю. И вот эти слова они просто меня сразили. То есть я поняла, что однозначно это тот человек, который мне был нужен, это тот человек, которого послал Господь, то есть и мне обязательно, соответственно, я могу теперь к нему пойти, то есть мне нужно пользоваться его услугами. Вот. Поэтому к чему эту историю я рассказываю? В первую очередь, то есть она показывает что? Она показывает то, что не нужно самостоятельно в этой жизни пытаться что-то сделать. Мы без Божьей помощи ничего сделать не можем самостоятельно, потому что мы слишком маленькие, мы слишком мелкие в этой вселенной. Поэтому всегда нужно просить, всегда нужно искренне просто верить, это первое, потому что это работает только при условии, если вы искренне верите от души. Нужно искренне верить, искренне просить. Поэтому если у вас есть какое-то жгучее желание в жизни, неважно, касается это какого-то мелкого вопроса, как у меня, с массажистом, либо это более глобальное желание, нужно просто сильно, очень сильно этого хотеть и реально искренне просить от души Господа послать возможность, именно возможность, чтобы это желание реализовалось, оно обязательно реализуется. Раньше я удивлялась таким историям, потому что со мной подобные истории происходят на самом деле достаточно часто, и они мне уже давно показывают, и рассказывают о том, в общем-то, что нужно верить, нужно просить, поэтому я, соответственно, делюсь этими историями с вами. Но сейчас для меня это уже стало абсолютной нормой, и мне очень хочется, чтобы этой абсолютной нормой это стало также и у вас. Поэтому, если это видео в какой-то степени вас вдохновило или просто оказалось для вас полезным, обязательно поставьте лайк или поделитесь со своими родными и близкими, пусть они тоже немного вдохновятся. Ну и увидимся с вами в следующих видео, в которых я точно так же буду делиться еще более интересными историями. Всех благ. Пока, друзья.